Видели огромную дыру в центре США? Тоннель к сердцу планеты? Кто сделал это отверстие и что находится внутри? Я расскажу вам невероятную историю дыры Мэла, которая взбудоражила всю Америку и спецслужбы. Вас ждут люди в желтых комбинезонах, воскрешение животных и невероятные природные аномалии. Советую досмотреть. И буду идти по порядку. В далеком 1997 году, в разгар своей популярности, ток-шоу под названием «От побережья до побережья», ведущим которого был Арт Белл, освещало разнообразные паранормальные и необъяснимые явления. Однажды ведущий получил факс от человека по имени Мел Уотерс. Он проживал в отдаленной местности на востоке штата Вашингтон, рядом с хребтом Монастаж. В своем сообщении он рассказал о загадочной яме, расположенной на его земельном участке. По словам Мэла, эта яма представляла собой глубокое отверстие неизвестного происхождения, окруженное каменной кладкой и закрытое сверху стальной дверью для безопасности. Мел описал яму как бездонную, утверждая, что она оказывала странное воздействие на окружающую фауну. Дикие животные избегали приближаться к ней, а птицы никогда не перелетали через нее. Он поделился, что все предыдущие владельцы земли также использовали яму в качестве свалки, выбрасывая туда мусор, строительные отходы и даже тела мертвых животных. Но, несмотря на это, яма никогда не заполнялась. Жуть, да? Заинтригованный этим феноменом, Мел начал эксперименты по измерению глубины ямы. Он использовал рыболовные катушки с леской, пытаясь достичь дна. Эта загадка заставила его обратиться за помощью к Арту и его аудитории в надежде получить научное объяснение явления. Мел также отметил, что при крике в яму не слышно эхо, а когда в нее бросают тяжелые предметы, такие как старый холодильник, не раздается никаких звуков, ни удара, ни всплеска. Правда странно? Мел рассказал, что эта яма давно стала местной достопримечательностью, о которой знали все в округе. Люди регулярно использовали ее как свалку для всего, от сломанной бытовой техники и строительного мусора до камней и отходов. Но одно из самых странных и шокирующих событий, связанных с ямой, произошло с соседом Мела, который столкнулся с невероятным явлением. Каким? Сосед потерял свою собаку, которая умерла по неизвестным причинам. Вместо того, чтобы закопать питомца традиционным способом, он решил сбросить тело животного в яму. Но через несколько дней после этого охотник увидел, как его предположительно мертвая собака бегала по лесу. Сосед был шокирован и узнал своего питомца по ошейнику. Собака выглядела невредимой, но вела себя странно, не реагировала на зов или свист хозяина, словно находилась в состоянии охоты или транса. Этот случай только усилил мистическую ауру, окружающую яму Мела, и поднял множество вопросов о ее природе. Яма описывается как круглая, около 3 метров в диаметре, с каменной кладкой по краям. Сама глубина ямы оставалась неизвестной, но темнота внутри была настолько плотной, что казалось, будто свет не способен проникнуть в ее глубины. Измерение глубины загадочной ямы стало для Мела Уотерса настоящим испытанием, превратившись в серию экспериментов. Что он делал? Первоначальное бросание тяжелых инструментов в яму не принесло никаких результатов. Не было слышно ни удара, ни всплеска, что побудило Мела предположить, что яма может быть заполнена чем-то, что гасит звук, возможно, грязью или водой. Решив проверить эту теорию, Мел привязал пару леденцов к концу рыболовной лески. Если бы леденцы растворились, это бы означало наличие жидкости на каком-то уровне. Однако после того, как леска закончилась на отметке в 500 метров и была извлечена обратно, леденцы остались целыми. Не удовлетворившись этим результатом, Мел закупил дополнительные катушки лески и привязал к их концу тяжелый свинцовый груз. С необычайной тщательностью и постепенностью он опускал леску в яму. Но, как и прежде, никаких звуков или признаков достижения дна так и не последовало. В итоге Мел обнаружил, что опустил в яму более 24 тысяч метров лески, что ставило под сомнение любые предположения о конечной глубине ямы. После того, как Мел поделился с Артом подробностями своих экспериментов, ведущий предложил радикальный метод исследования – спустить добровольца в яму с помощью сложной системы шкивов.
Однако Мел, знакомый с потенциальной опасностью, которую представляла яма, был крайне осторожен в своих действиях. Он объяснил Арту, что необычные и даже мистические происшествия, происходившие вокруг ямы, делали ее чрезвычайно опасной. Мел выразил опасения по поводу возможного наличия токсичных газов или экстремального давления внутри ямы, которое могло бы физически разрушить любого, кто решился бы исследовать ее изнутри. Вопреки предложению Арта и звонку от смельчака, готового рискнуть ради науки, Мел решил не рисковать чужими жизнями. Он настоял на том, что не может взять на себя ответственность за возможные последствия такого эксперимента. Однако в разговоре с Артом Мел признался, что если бы его собственная жизнь оказалась под угрозой из-за неизлечимой болезни, он бы, возможно, рискнул и сам прыгнул в яму. Интерес к яме Мела не угасал, и звонки продолжали поступать даже ночью. Люди со всей страны звонили в шоу «От побережья до побережья», чтобы услышать обсуждение этого странного феномена. Тема о бездонной яме стала одной из самых обсуждаемых и популярных в истории программы, что только подогревало интерес публики к этому необъяснимому явлению. События вокруг ямы Мела становились все более таинственными и запутанными. Всего через 4 дня после его разговора в эфире радиошоу Арта Белла Мел вернулся к своему поместью в Монасташе, чтобы столкнуться с неожиданным и тревожным зрелищем. Дорога к его участку была заблокирована военными в желтой экипировке. Эти люди, которые, по всей видимости, были в химзащитных костюмах, утверждали, что на территории участка Мела произошла авиакатастрофа и проводится расследование. Однако Мел не заметил ни дыма, ни обломков, что могло бы подтвердить их слова. Когда он попытался уточнить ситуацию, военные лишь угрожали ему, предположив, что на его земле может быть что-то нелегальное, и при этом подчеркнули, что даже если бы Мел позвонил в прессу, никто бы ему не поверил. Этот инцидент добавил еще больше тайн к уже невероятной истории ямы. Мел рассказал Арту, что его соседи поделились еще одной необычной деталью. Некоторое время назад они видели, как из ямы выходил сплошной луч, напоминающий свет прожектора, направленный в небо. Но этот луч не излучал свет, оказалось, всасывал его в себя. Это открытие заставляло задуматься, не обладает ли яма какой-то неизведанной энергией или даже порталом в другое измерение. После 3-летнего молчания, которое лишь подогрело интерес к его персоне и яме, Мел вновь появился в студии Арта. Тот начал с того, что попросил мужчину повторить его историю о яме, чтобы убедиться, что все детали остаются неизменными. Он вновь описал свои наблюдения и эксперименты, подтверждая ранее рассказанные факты. В течение интервью Мел раскрыл еще одну тайну. Он поделился, что в период своего отсутствия продолжал вести свои исследования, несмотря на возможные риски и угрозы, с которыми он сталкивался после публичного обсуждения своей находки. И еще один интересный факт. Вокруг его Земли начали чаще появляться НЛО, какие-то непонятные огни, странные объекты в небе, которые замечали и другие жители. Случайность? Я так не думаю. Но дальше стало еще интересней. После получения предложения о бессрочной аренде его участка за $250 тысяч в месяц, Мел согласился на условия, требующие его полного молчания о яме и переезда. Выбор пал на Австралию, место, куда он решил уехать, возможно, чтобы начать все сначала. Однако жизнь в Австралии не была такой счастливой, как ему хотелось. В декабре 1999 года, когда Мел должен был выйти в эфир на шоу Арта Белла, произошел инцидент, который стал одной из самых мрачных глав в его жизни. По пути в Олимпию для помощи своему племяннику Мел попал в аварию, пропав с места ДТП на 12 дней. «Интересно, что потом?» – сказала страховая. «Вот что делать, если попадаешь в ДТП в США? Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки?» Компания ДТП. Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Но вернемся к Мелу. Когда он, наконец, пришел в себя, то понял, что находится в переулке Сан-Франциско и ничего не помнит. Он был без личных вещей, а на его руке висела лента от внутривенных вливаний,
а также выбиты коренные зубы. Безумие, да? Но никаких свидетелей найти не удалось. Возвращение к нормальной жизни оказалось непростым. Когда Мел вернулся в Олимпию, он столкнулся с судебным иском от своей бывшей жены, которая утверждала, что он нарушил условия арендного договора, подписанного до его мистического исчезновения. Среди претензий было строительство различных подземных установок, включая топливную систему и дороги с твердым покрытием, которые Мел уверял, что не строил. Это подняло вопросы о том, могло ли правительство использовать его землю в своих целях, особенно учитывая его принудительное отсутствие и странные обстоятельства вокруг ямы. А хотите немного мистики? Одним из самых загадочных моментов в рассказе Мела стала находка 10-центовой монеты, произведенной якобы в 1943 году с портретом Рузвельта. Хотя такие монеты никогда официально не чеканились в тот год. Кроме того, на ней была гравировка в виде буквы «В», не соответствующая ни одному известному месту чеканки в США. Может быть, это деньги из параллельной реальности? Если рассматривать яму как портал, это не только расширяет понимание природы ямы, но и ставит под сомнение наше понимание физической реальности в целом. Такие порталы, если они действительно существуют, могли бы объяснить множество необъяснимых явлений, связанных не только с НЛО, но и с другими аномалиями, включая пропажу людей. Но есть еще один вариант – секретный правительственный объект. Расположение ямы рядом с тренировочным центром Якима добавляет этой истории правдоподобия, особенно учитывая, что военные и правительственные объекты часто ассоциируются с секретными операциями. Одной из загадок является то, почему правительство на протяжении многих лет позволяло местным жителям использовать дыру как мусоропровод. Возможно, это было частью стратегии маскировки, чтобы скрыть истинное назначение ямы и отвлечь внимание от более серьезных исследований или деятельности, связанной с ямой. Это также могло служить способом для проведения скрытых экспериментов под прикрытием обыденной деятельности по утилизации отходов. Несмотря на такие предположения, множество странных свойств ямы, таких как отсутствие эха, необъяснимая глубина и акустические аномалии, требуют дальнейших объяснений, которые правительство пока не предоставляло, что только подогревает интерес к этой загадке. А что говорят ученые, называют дыру вулканической пещерой? Эти уникальные геологические формации образуются, когда лава вытекает на поверхность и формирует подземные каналы или туннели, по которым она затем стекает по склону. Особенно интересными являются пещеры, созданные в результате потоков лавы Пахоэха, которые отличаются высокой текучестью и способностью быстро распространяться на большие расстояния. По мере остывания лавы ее верхний слой затвердевает, образуя твердую оболочку, в то время как под ней может продолжать течь горячая лава. Когда вся лава вытекает, остаются пустотелые трубки, представляющие собой лавовые туннели. Штат Вашингтон, благодаря своему положению в активной вулканической зоне, является местом, где можно найти множество таких вулканических пещер. Интересно, что предположение о том, что дыра Мела могла быть древней лавовой трубкой, предоставляет весомый аргумент в пользу ее естественного происхождения. Есть еще одна интересная теория, но более глобальная. Какая? Теория полой Земли – это одна из самых спорных и загадочных идей в геологии и геофизике, о которой действительно можно встретить упоминания в различной литературе, начиная от научной фантастики до альтернативных научных гипотез. В современной науке эта теория, как правило, отвергается, так как не подтверждается данными сейсмологии, гравиметрии и других исследований структуры Земли. Согласно традиционным геологическим исследованиям, Земля состоит из трех основных слоев – коры, мантии и ядра. Кора – это самый внешний слой, под которым находится мантия, занимающая большую часть объема планеты, а в центре располагается ядро, состоящее из жидкого внешнего и твердого внутреннего ядра. Однако теория полой Земли предполагает, что под корой находится большое пустое пространство, и что планета может быть полой внутри. Поддерживающие эту идею аргументы часто основываются на древних текстах, мифологических рассказах и неформальных исследованиях. Если принять во внимание идею о полости в контексте дыры Мела, можно предположить, что если бы Земля действительно была полой, дыра Мела могла бы вести в одно из таких внутренних пространств.
Отсутствие дна в дыре Мэла, как описывалось в историях, могло бы быть объяснено наличием доступа к большому внутреннему пустому пространству, которое, согласно этой теории, располагается под тонким слоем земной коры. Звучит интересно, но никаких доказательств этому нет. Но не думайте, что дыра Мэла единственная. В Соединенных Штатах существует несколько загадочных глубоких ям, каждая из которых окутана вуалью тайн и мистических рассказов. Например, яма дьявола в Орегоне. Почему она так называется? Она привлекает внимание своими необычными акустическими свойствами и способностью поглощать звуки. Местные жители и исследователи сообщают о чувстве необъяснимой тревоги при приближении к яме. Иногда наблюдаются странные оптические иллюзии, которые не удается зафиксировать на камеру, что лишь усиливает таинственную атмосферу вокруг этого места. В Неваде находится яма страха, которая была обнаружена в ходе горных работ. С тех пор она стала предметом изучения ученых и энтузиастов. Из ямы тоже иногда доносятся необычные звуки, напоминающие стоны или мурлыканье, а вокруг нее нередко замечают необычные световые явления. Местные жители связывают эти явления с паранормальной активностью, хотя научное сообщество склоняется к более приземленным объяснениям, таким как особенности геологической структуры местности. Могут ли все эти ямы быть связаны между собой? Вполне возможно, но пока это никто не изучал, либо просто общественность чего-то не знает. А что вы думаете? Что из себя представляют эти таинственные дыры? Пишите в комментариях, я с удовольствием почитаю ваши варианты и буду благодарен вашей подписке и лайку. Спасибо за просмотр, друзья.